Сегодня видео о специи тимьян. Это очень ароматная специя, ее можно добавлять практически в любое блюдо. Идеально к мясу, к рыбе, к рису, в подсолнечное масло. Когда жарим или запекаем рыбу или мясо, несколько веточек такого тимьяна делают чудеса. Аромат нежный и ненавязчивый. Его сушеные листья входят в состав прованских трав, хмели, сунели. Если у вас растет такая травка, не упустите возможности собрать ее. Это низкорослое многолетнее травянистое растение. Стебли при основании деревянистые, распластанные по почве, ветвистые. Они покрытые отогнутыми вниз такими маленькими продолговатой формы листиками. Для использования ее в кулинарии можно собирать в любое время года, как ранней весной, пока еще эта травка не зацвела, так и поздней осенью. Вот видите, у меня листочки сухие сверху лежат. Это я ее собирала поздней осенью, пополнила немного свои запасы. Сушим, как обычно, в тени, так как все лекарственные растения. А вот так чебрец выглядит летом, когда он зацветает. Его цветки собраны на концах ветвей, такие головчатые соцветия, очень приятно пахнет и содержит большое количество эфирных масел, дубильных веществ. Это прекрасные отхаркивающие средства и очень помогает при желудочно-кишечных расстройствах. Так что тимьян и чебрец это практически одно и то же растение. У них совпадает внешний вид и вкус, и ароматные качества. По-русски его чаще называют тимьян, по-украински чебрец, в молдавском языке чимбру. А разновидностей тимьяна очень большое множество, а по вкусу и аромату практически его не отличить. Определить разновидность его можно лишь в период цветения. Цветки тимьяна, они по всему побегу, а не только на верхней его части. Такие розово-лиловые соцветия. На этот тимьян я собирала у себя на грядке, помыла, просушила. И дальше можно его сушить обычным способом, в таком виде, каком он есть, вместе с веточками. Потом обмолачиваем и просеиваем, чтобы удалить толстые деревянистые стебли. Или же можно, пока он свежий, срываем верхушку и сверху вниз вот таким вот образом очищаем от грубого стебля. И потом сушим. После того, как высушим, останется просто сложить в баночку и наслаждаться ароматом. Часть тимьяна сушеного обязательно оставляю вот такими веточками. Они очень удобны в использовании. Например, когда запекаете рыбу в фольге или в пергаменте, и несколько веточек можно уложить в брюшко рыбы. Самое главное уложить в стеклянную емкость. Отрезаю низ, немного скручиваю их, укладываю в банку вниз верхушками, закрываю крышкой и при необходимости достаю несколько веточек и использую по назначению. Друзья, очень надеюсь, что видео вам было интересным. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока, всем до новых интересных видео.